Здорово, братцы и сестрицы! Когда бы вы это ни смотрели, сейчас народ боится, что вышки 5G распространяют коронавирус и, хуже того, промывают мозги. Откуда растут ноги у страха перед зомбированием и как российская культура оправдывает и допускает спиливание онных, поговорим прямо сейчас. Я вещаю из 2020 года. Май, за окном сквозь неразогнанные облака летают самолеты в честь Дня Победы. Илон Маск издевается над именем Олег, чего мы Олеге ему, конечно, никогда не простим. Пока весь мир сидит на карантине из-за пандемии коронавируса. Вы еще помните, что в 2020 году был карантин? К счастью, именно сейчас 9 мая не единственный повод для нашей российской национальной гордости. Что в современной России у вас вызывает чувство гордости? Можно выбрать один или больше вариантов. Самое большое чувство гордости у меня вызывает слово «пошли бы вы все на Берлин». В Британии бушует массовая конспирологическая истерия по поводу мобильных сетей 5G. Люди собираются в отряды, сжигают вышки, их уже больше 20 штук сожгли, гоняют волонтеров, гоняют строителей и в массовом порядке штампуют посты о связи между вирусом и мобильными сетями. Так вот, мы можем гордиться, что до наших родных осин эта техногенная паника пока не добралась. У нас вышек-то раз-два обчелся. Их реально очень мало даже в Москве, потому что та частота, на которой работает технология, занята военными, и они не собираются делиться. Плюс поиск новой частоты и работа по наводнению всей страны этими вышками очень дорогая. Вот, всем денег жалко. Получается, что ватсаповские чаты наших мам в безопасности, вышек у нас мало, значит, и заразить нас вирусом не получится, конспирологию разводить негде, как бы не так. Где-то в глубине российского интернета уже зарождается волна этих шикарных теорий, домыслов. Ее пытаются оседлать Никита Михалков, всем известный, и Виктория Боня. Специально скопировал документ, который я нашла на сайте ЦРУ в доступе в открытом. Еще наши советские, вот у меня есть фотографии, не видно. Они обе выдают столько перлов, не налюбуешься. Но мы сегодня не об этом. Я вам напомнил контекст. Добавьте сюда первую сожженную вышку в Северной Осетии. Она, конечно, не была 5G, но вышка же, вышка, дальше можно не разбираться. А теперь поговорим о феномене зловещей, зомбирующей башни в российской культуре. Мы приучены бояться невидимых, но опасных гипнотических лучей, которые по законам жанра распространяет самое высокое и самое загадочное здание в округе. А если уж его венчает дурной глаз, то вообще пипец, приехали. Откуда все это пошло? Источник первый. Игра Stalker. Чернобыль бахнул во второй раз. Ученые из группы «Осознание» опытным путем выяснили, что ноосфера существует. Это антропоцентрическое понятие, не особо научное, но зато эффектное. Ноосфера – это разумная оболочка Земли, следующая стадия развития биосферы. По мнению академика Вернадского, она появляется, когда человечество становится настоящим полноправным властителем Земли и забирает у природы право эту Землю менять. Теперь это наша привилегия. В научных кругах ноосферу всерьез не обсуждают. Эта идея скорее философско-мистического толка, об истинности которой можно спорить, но утверждать не получится. Хотя из-за логической ошибки обращения к авторитету многим кажется, будто ноосфера – научно обоснованное понятие, ведь Вернадский большой ученый и фигни не сморозит. Но нужно различать область профессиональных и научных интересов человека, его знаний, и все остальные мнения. Будь ты хоть трижды Нобелевский лауреат по экономике, это не сделает твои суждения о происхождении человека или способах борьбы с гриппом более весомыми. Так и Вернадский, он геолог, а не философ. Но вернемся к сталкеру. Ученые поняли, что если они возьмут под контроль ноосферу, то они смогут контролировать все человечество. Но они и попытались. Предсказуемо эксперимент вышел из-под контроля. Значит, ноосфера взорвалась и выплюнула снова свои осадки на уже без того зараженную радиацией зону. Там повылазили всякие мутанты, артефакты и прочие
паранормальные штуки, которые появляются от столкновения реальности, зараженной радиацией, и вот этих вот коллапсов ноосферы. Народ всем скопом рванул в зону. Кто мародерствовать, кто исследовать, людьми двигал азарт и любопытство. Однако к центру зоны пробраться никто не мог. Там работал легендарный выжигатель мозгов. Такая фантастическая модификация загоризонтного радиолокатора «Радуга». Она превращала мозги любопытствующих сталкеров в смузи, если они подходили слишком близко. Других зомбировала. Одним словом, прелестная установка. Побольше бы таких. Я нахожусь здесь 8 секунд. У меня уже было 2 приступа клаустрофобии. Я бросался с ножом на членов экипажа. На себя самого. И что важнее, у нее был реальный прототип ZGRLS Дуга или Чернобыль-2. Их таких было много понатыкано во время Холодной войны с благородной в сущности целью засечь старты американских ракет, чтобы было время защититься и сбить эту ракету на подлетах к стране. Однако народное творчество перечеркнуло благородство. Вышки объявили зомбирующими, лишающими воли, подслушивающими, контролирующими и так далее. И сталкер воплотил эти страхи в игре. Мифологизация вышек прошла успешно. Слухи про вредоносное воздействие сетей 5G идеально встроились в эту линию. Сталкер, УВБ-76 и коронавирус. Источник второй. Обитаемый остров. Ну, опять Стругацкие предсказали все на свете. На планете Саракш тоталитарная система в духе 1984. Вымышленная внешняя угроза, армейские порядки, пропаганда с головы до пят. Все как по учебнику. Миром правят неизвестные отцы. Они контролируют все население планеты при помощи излучателей. Таких вот башен, охраняемых похлеще северокорейской границы. Эти излучатели работают постоянно, напрочь отрубая критическое мышление у всего населения планеты. Хотя есть исключения. Дважды в день их врубают на полную катушку, и народ просто сходит с ума в наркотическом трансе. Сознание отступает на задний план, уходит куда-то вглубь человека, и наружу выступают звериные, первобытные инстинкты. Люди грызутся, дерутся, орут, плюются, и все это замешано на безусловной, унизительной любви и преклонении перед неизвестными отцами. Одна из современных конспирологических теорий по поводу коронавируса и сетей 5G почти дословно повторяет обитаемый остров. Якобы действие мобильных сетей каким-то образом понижает иммунитет и делает определенный тип людей уязвимым к заболеванию. Таким образом, какое-то мировое правительство или другие зловещие силы занимаются дистанционной евгеникой, выбирая тех, кто будет жить, и тех, кто должен умереть. Но Стругацкие пошли дальше. На Саракше есть определенный вид человека, который полностью невосприимчив к зомбирующему воздействию этих излучателей. Государство объявило их национальными врагами. Их ненавидят все поголовно, и эта ненависть культивируется правительством. Дрянь! Мусор! Такое ощущение, что вся планета существует для того, чтобы этих выродков уничтожить. Но чем же они плохи? А они плохи тем, что они видят правду. Они видят, чем занимается государство. Что никакие человеческие права, никакое благосостояние граждан их не волнует. Их волнует одно – держать власть как можно дольше и как можно крепче. Благодаря тем самым вышкам. Посетитель должен быть смешон. Иначе какое от него удовольствие? И для этого, чтобы не наводили смуту, не баламутили воду, их проще просто уничтожить. А главный коллапс в том, сейчас будет гигантский спойлер, поэтому если собираетесь читать, то перемотайте секунд на 20. Перемотали? Отлично. Главный коллапс в том, что неизвестные отцы, эти вот тайные правители всего Саракша, тоже выродки. Сюрприз, сука! На них излучение не действует, и поэтому они могут всеми жителями управлять с помощью пропаганды. Однако не сказать, что излучение не действует на них совсем. Оно действует немножко иначе. Во время этого включения 2 раза в день мощного они испытывают
жесткую, нестерпимую головную боль. Как при самой сильной мигрени их рвет, они не могут спать, они не могут есть, они худеют, бледнеют. Кто-то справляется с наркотиками, кто-то алкоголем, а кто-то просто страдает. Такая двоякость. Они строят эти вышки, чтобы удержать власть, но властью насладиться не могут, потому что эти же вышки их губят, не дают им спокойно жить каждый день. И включаются они не дважды в сутки. Они действуют постоянно. Под этим излучением мозг человека теряет способность анализировать, мыслить. Но зато он верит. Царьки мучились, но продолжали жрать кактус. Третий источник общемировой – «Властелин колец». You shall not! Забейте на отсылки к масонскому глазу и всевидящему оку. У нас другая оптика. Око Саурона – это гигантская колонна, увенчанная глазом, которая рыщет по всей планете, по всему Средиземью в поисках колечка. Здесь нет никаких аналогий по контролю разума, но есть кое-что иное. Образ зловещей башни запомнился всякому, кто смотрел «Властелина колец», а смотрели его поголовно все. По моим воспоминаниям, его крутили чуть не каждый день по ТВ-3. И даже если ты не хотел смотреть и переключал канал, секунд 10-15 ты ухватывал. И так вот за год по этим кусочкам маленьким собирался весь фильм. Первая часть, потом вторая, потом третья. По примеру ока Саурона мы понимаем, огромный вычурный столб неясного назначения – рассадник зла, а для нас служебное назначение всегда остается неявным. Помните, в детстве в каждом дворе были эти коробки «Не влезай, убьет». Понятно, что за ними, в них электричество ходит, бродит, бегает. Но как, почему, зачем? Все это оставалось загадкой. В детстве мы строили теории насчет того, какие ужасы могут твориться за этой железной дверью. И если назначение высотных домов и небоскребов можно понять, то вот этой вот бандуры, царапающей небо, не слишком. И тогда остатки магического сознания начинают плести клубок истории об истинном значении этой башни, об истинном значении этой вышки сотовой связи. Отчасти спасибо за эти домыслы «Властелину колец». А если око – рассадник зла, то где-то неподалеку должно быть и зло. Например, орки. Ими объявляются строители, монтеры, волонтеры, которые эти вышки обслуживают. В Британии уже есть реально случаи, когда людям, работающим на стройке этих вышек, на возведении, угрожают смертью, пишут письма на почту, стерегут их возле дома, обещая убийством, смертью, если те не перестанут строить, не перестанут работать на корпорацию зла. Еще, что бы вы думали, око Саурона – это явный кивок Оруэллу. 1984 вышло за 5 лет до «Властелина колец». И этот факт сбил мне мушку. Как это весь такой классический, монументальный Толкин издался позже, чем экспериментатор Оруэлл. Также я отреагировал, когда узнал, что Герберт Уэллс, послал свою «Войну миров» графу Толстому в Ясную Поляну. И они переписывались. Да, оказывается, их жизни шли так внахлёст. Око Саурона – это большой брат. Большой брат – это собирательный образ тоталитарной системы. Массовая слежка – удел государства, потому что ни у кого иного столько ресурсов не наберется. Поэтому страх перед вышками мобильной связи накладывается на недоверие к государству. И вместе эта гремучая смесь, готовая теория заговора. Вся система, вообще эта история с коронавирусом, которая сейчас происходит, завязана под то, чтобы вакцинировать людей, чипировать людей. Кроме 3 названных источников, можно вспомнить еще Сиреноголового. Недавно появившегося в интернетах монстра, это гигант бродячий с головой-репродуктором. Понятное дело, что он не провоцирует страх башен и вышек. Он является его производным. Художник Тревор Хендерсон почувствовал, что пугает людей, и выразил это в виде монстра. И теперь мамки в WhatsApp боятся. Как вы видите, у русского человека достаточно поводов поволноваться. Так уж вышло, что нам в наследство достались башни, радары, вышки и таинственные рассказы об их истинном назначении. Можно заставить покончить с собой. Можно заставить убить своих детей.
Ну ладно, пока мы тут веселимся и роем культурные референсы, настоящая причина популярности этой конспирологической теории очевидна. Первобытный страх перед неизведанным, эволюционировавший в страх перед технологией. Речь не про лудитов. Те довольно естественно боялись того, что роботизация, автоматизация лишит их работы и средств к существованию. Это понятно. Речь про технофобов. Эти ребята боятся, что развитие технологий каким-то образом их зомбирует, превратит в биологические мешки с мясом, какими они, собственно, являются, и все мы являемся, и сделает из мира подобие фильма «Матрица». Это все отголоски магического сознания, долетевшие до наших дней. Об этом есть неплохая заметка на N+1, там еще и другие фейки о коронавирусе развеивают, так что советую прочитать. С вами был Олег с канала Хельга. Ну подпишитесь, что ли, чего вы сидите.